Добрый день, уважаемые дамы и господа. Продолжаем нашу встречу. Данное занятие предназначено для представления второй ключевой задачи личностного роста. Это полнота целей и гармоничность жизни. Как люди используют свое время? Да, можно посмотреть статистику, она о многом говорит. Статистика — это всегда хорошо. Большинство людей, да, обыватели, обычные люди, 97% живут без целей. Дом, работа, быт — это их образ жизни. У Исаака Пентусевича, да, как многих других на встречах, кто знает о пользе спорта? Все. Кто занимается спортом регулярно? Единицы. Да? Многие люди знают, что нужно делать, что полезно, но объективно большинство людей живут в колее. Дом, работа, быт — это их образ жизни. Больше там ничего нет. Да, если посмотреть, как живут успешные люди, куда они вкладывают свое время, то чем выше уровень развития человека, чем выше его достижения, тем больше времени он вкладывает в себя, в свое развитие, познание нового, предположим, там, Баффет. Да, точно не помню, сколько там, 6 или 8 часов в день он посвящает изучению, да, информации, литературы. Да, ему это нужно в том числе для принятия инвестиционных решений. Но человек, да, очень много читает. Билл Гейтс, сколько там, 5 книг в неделю в среднем, если я не ошибаюсь, да, осваивает. Большинство людей обычных считают, что они правы, что они все знают, им учиться не нужно, поэтому их судьба — это колея и средняя зарплата. Люди, которые стремятся вверх, они чем отличаются? Первое — они много вкладывают в себя. Да? Второе, конечно, самореализация важна, это основа, никто ее не отменял. Но третье, немаловажное, да, это, да, по крайней мере, взаимоотношения. Друзья, семья, то, что дает человеку также, да, счастье. Да? Один из основных источников счастья — это дружба и любовь. Поэтому вот одна из глобальных задач развития и в целом, да, жизни, судьбы, вот как распределить свой жизненный ресурс, время, средства, энергию между различными целями, так, чтобы в конечном итоге можно было бы получить максимально возможный результат. Да, колея — это печальный результат. Большинство людей в колее скучают, они ходят там сумрачные, унылые. Как сделать, чтобы, с одной стороны, жизнь была максимально насыщенной, интересной, а с другой стороны, чтобы вот выбранный образ жизни, распределение времени между целями, между сферами жизни давало бы человеку максимально возможную отдачу. Да, эти все вопросы взаимосвязаны. Как правило, чем более счастливый человек, тем более он успешный. Сначала, по огромному числу исследований, счастье, да, радость, наслаждение, избыточная энергия, потом успех. Да, наоборот, как правило, не бывает. Поэтому вторая глобальная задача — полнота целей, да, полнота целей, гармоничность жизни. То есть какие цели существуют для человека, да, они заложены в природе его души. То есть если он их реализует, да, он получает наслаждение. Если он что-то забрасывает, да, часть души скучает, а потом стонет, да, потом болит. Да? Какие существуют цели и сферы жизни, как между ними распределить приоритеты. Мы изучаем различные варианты. Есть обыватели, есть успешные, суперуспешные люди и аудитория, да, для которой данное занятие, и наша аудитория, с которой мы работаем, это люди, которые от обывателя хотят уйти и к успешным хотят приблизиться как можно ближе. И для них показатели жизни должны быть, да, как правило, между одними и другими. По той схеме, которую мы рассматриваем, все цели делятся на 3 большие части: высшие, основные и обеспечивающие цели. Высшие цели у обывателей отсутствуют, у других присутствуют в той или иной мере. Первое, к которой люди приходят чаще всего, в самую последнюю очередь, но та, которая дает для всех очень успешных людей самую высокую отдачу — это служение. Да, в среднем раз в 5 увеличивает энергетичность, стремление, веру, воодушевление
все позитивные показатели, если у человека есть высший мотив, он увеличивает в разы. Да, все люди, которые достигают самых высоких вершин, они, минимум, они влюблены в свое дело. Если просто человек зарабатывает деньги, как правило, он не получает высоких результатов. Они влюблены в свое дело, и они это делают не только ради себя. Ради себя достаточно иметь достаточно невысокие доходы, чтобы все основные потребности можно было бы реализовать. Есть ради чего намного больше, чем ты сам. Да? Ради общества, ради людей, друзей или высших определенных идеалов и ценностей. Это является источником мотивации, источником силы. Предположим, Оскар Хартман, 30 с небольшим лет, стал миллиардером, и что делать? Вроде всего достиг, да, и нужна новая мотивация. Он для себя ее нашел, помогает другим людям становиться успешным. Да, поэтому начал снимать передачи, делиться своим опытом, а до этого не было мотивов двигаться дальше. Да, и он искал ответы. Нашел ответы, да, включился в деятельность, не нашел, можно опускать руки. Очень многие миллиардеры, включая Баффета, Билла Гейтса, они миллиарды, да, кто-то половину, кто-то 90% своих средств вкладывают в благотворительность. И это мотив, ради которого они работают. Им это нравится, приносить пользу людям. Да, вот представьте, что у человека есть компьютеры, которые включают мотивацию. Для себя заработать денег. Чуть-чуть. Для семьи. Побольше. Неважно. Для друзей еще побольше. Для города, для страны, для этого мира. Вот чем больше человек включил вот эти источники мотивации, источники энергии, тем он сильнее. Да, большинство, опять же, миллиардеров, у них есть эта мотивация. Если взять немного историю, кто побеждал всегда и в меньшинстве? Да, это те, у кого была максимально возможная вера, максимально возможный мотив служения. Самое ненадежное войско, самое продажное — это кто? Наемники. Если им противоположная сторона заплатит больше, они готовы сражаться против своего первого хозяина. Самое продажное, ненадежное, позорное — это вот наемники. Они работают за деньги. Те, у кого есть наивысшая мотивация, они преданы, они любят свою родину, они сражаются за нее. Они надежные, они всегда на порядок сильнее. Да? При прочих равных, на порядок сильнее. Поэтому служение, к этой цели человек приходит, как правило, поздно. Но чем раньше он к этому придет, тем лучше. Да? Если взять Исаака Пентусевича, он говорит просто: я спортсмен, еврей, верующий, да, поэтому все дает Бог. Кто этого не понимает, печалька. Печалька. Поэтому если у вас есть высокие мотивы, это приятно, да, это дает радость сердцу, и это увеличивает отдачу от всех процессов в среднем раз в 5. Но к этому нужно прийти. Это непростая задача, одна из самых сложных задач, которые решает человек на пути развития. Но в принципе можно к этому прийти позже. И для служения, да, в жизни должно быть место, сначала чуть-чуть, затем больше-больше, зависит от чего. Если человек слаб, ему нечего отдавать, у него нет денег, у него нет свободного времени, он не может служить, быть служителем. Нечем. Да? По мере роста человека, роста его души, роста его эффективности, у него появляется больше возможностей приносить пользу этому миру. Тем более, когда все свои насущные вопросы решил. Чем быстрее человек выйдет на решение всех своих насущных вопросов, тем проще ему перейти на следующий уровень возможностей, да, стать служителем для этого мира. Самая высшая цель, да, это служение. Огромная тема, сейчас не рассматриваем. Вторая высшая цель — это развитие. Опять же, для большинства людей, для обывателей это несуществующее понятие. Тренинги личностного роста посещают в странах СНГ небольшой процент людей. Но те, кто посещают, для них развитие, оно тоже такое очень кусочное и как мозаика. Не постоянная тренировка, как спорт, а иногда, да, время от времени. Что такое, по сути, развитие? У каждого человека есть потенциал. Люди считают, что они примерно такие, что они о себе знают, но на самом деле вот кто такой человек, каков его потенциал? Да, есть кого мы видим в зеркале, но если ты прогнал себя через высшее образование, ты стал умнее. Через спортзал ты стал физически сильнее. Через тренинги личностного роста изменились твои качества. Да? Через различные творческие студии
ты стал ярким, выразительным, у тебя красивые движения, пластика. Вот через что ты себя пропустил, прогнал, да, через какие тренировки, таким ты и становишься. Все зависит от тебя. И развитие определяет, на что ты способен, какие цели тебе по плечу. Поэтому люди умные, успешные, какую задачу они решают? Постоянно наращивать свой потенциал по всем составляющим. И, само собой, профессиональное образование, куда же без него, личные качества, физическую силу, психоэмоциональный заряд, ну, все, что входит, его нужно наращивать. Да, это потенциал, база. Да. Слабый человек всегда будет достигать слабые цели, небольшие. Да. Чем сильнее человек, тем большую высоту он может взять, больше вершин он может покорять. Да, поэтому все разумные люди, они постоянно тренируются. Там у 99% успешных людей есть наставники. А зачем изобретать велосипед и открывать Америку? Воспользуйся опытом других. Да, если ты хочешь пройти через какой-то дремучий лес, да, там можно заблудиться и умереть. Да, можно пригласить проводника, он тебя проведет по самой короткой тропинке туда, куда тебе нужно. Да? Если человек это понимает, да, он тренируется, увеличивает свой потенциал и учится у лучших. Не понимает, стоит на месте или идет в дремучий лес и там погибает. Это высшие цели. Задача понять, да, как в логической последовательности они развиваются и сколько времени, внимания, сил этому уделять. Следующие цели основные. Да, первая из них – самореализация. Что делает самореализация? Она определяет положение человека в обществе и его возможности. Сколько у тебя есть времени, сколько у тебя есть ресурсов, какие у тебя есть связи, чтобы реализовать те или иные мечты, да, заниматься любимым делом или просто выживать. Опять же, самореализация зависит от твоей подготовки. Чем ты сильнее, тем выше, чем слабее, тем хуже. Да? И человек, который ставит цель быть сильным, он из нищеты идет там, да, в верхний состав, да, в миллиардеры. Те, кто расслабляется, кто самодоволен, получив шикарные стартовые условия, может достаточно стремительно скатиться вниз. Да, там, уйти в пороки, да, пьяным разбиться на автомобиле или что-нибудь в этом духе. Это самореализация. По ней свои законы и свое внимание, в том числе там, большинство бизнесменов и на опыте проверили, что в большинстве случаев, если ты очень много работаешь, это не значит, что это будет хорошо, это приведет к успеху. Это как в спорте. Есть оптимальная нагрузка. Чем лучше ты подошел к пределу, ближе к пределу своих возможностей, тем больше отдачу ты получишь. Если ты маленькую нагрузку дал, будет маленький результат. Но еще хуже, если это перегрузка. Она отбрасывает человека далеко назад, да, в истощение. Поэтому для всего есть своя норма, которую нужно понимать умом и ощущать, да, по своему состоянию. Самореализация, ее законы и сколько есть смысл уделять ей внимание. Взаимоотношения, опять же, все сферы. Друзья – одно из самых ценных, личная жизнь – одно из самых ценных, окружение, да, среда, в которой общается человек. Ну, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Кто тебе помогает, кто тебя радует, с кем ты проводишь время, кто дарит счастье. Это основные цели, по которым судят, собственно, и какого ты уровня развития, что ты за личность, и успешность твоей судьбы. Да? Твои достижения в работе и твои взаимоотношения, с кем ты дружишь, кто тебя уважает, и какова твоя личная жизнь, что у тебя с семьей. И третий блок целей – это обеспечивающие. Деньги, отдых, быт. По каждой из них, опять же, свои законы, свои возможности. В предыдущем занятии мы сами рассмотрели задачу номер 1 – формула успеха. Научить поставил одну цель и включать стремление, веру и действие. И человек к этой цели пошел. Следующая задача глобальную, которую нужно решить для себя – поставить все цели, найти баланс между этими целями, да, и уже каждой из этих целей подключить формулу успеха. Тогда жизнь в целом начинает развиваться. Да. Какова взаимосвязь между целями? Законы достаточно простые. В принципе, простые, но тяжелые для исполнения. Все цели, которые человек обделяет вниманием, они его наказывают.
Да, ну, предположим, человек женился, влюбился, женился, и всю жизнь смотрит на свою любимую, на любимого, забрасывает работу, друзей, тренировки, там, спорт. И к чему приходит? С работы уволили, друзья попрощались, тело слабеет, болеет, а жена смотрит на неудачника, больного и неинтересного, и уходит. Да? Или человек с головой погружается в работу, теряет друзей, семью, здоровье. Да? Ну или неважно. Понравилось там, личностный рост, понравились медитации, с головой ушел в медитацию, потерял все остальное. Да? Вот не нужно ничего терять. Идеальный вариант, который необходимо реализовать, когда цели не борются друг с другом, а когда они усиливают друг друга. Личная жизнь мотивирует, да, и на самые высокие достижения, самореализации, на развитие, на то, что были классные друзья. Есть понимание, что друзья нужны, кто тебе на помощь придет, с кем праздники проводить, отдыхать, у кого совета спрашивать. Да, когда все цели не конфликтуют, а усиливают друг друга, тогда это целостная жизнь, гармоничная жизнь, шикарная жизнь, да, наполненная там, и путешествиями, да, отдыхом, да, бытовые условия все хорошо, красиво решены, да, денег достаточно. Тогда человек действительно счастлив. Неважно, каковы его достижения, даже не важно. Он счастлив, потому что жизнь его полна, ответы позитивные, и цели друг друга усиливают, между ними нет конфликтов. Да? А если человек выставляет программы противопоставления, или карьера, или личная жизнь, или друзья, или там спорт, или еще что-то, такой человек себя обрекает на то, что он многое в жизни потеряет. И остальные цели его накажут. Они наказывают большинство людей. Они ходят унылые, не очень спортивные, не очень успешные. 97% людей относятся в основном к этой категории. А те, кто достигает результатов, они понимают, что они уже не работают ради денег. Им нужно счастье, им нужны взаимоотношения, им нужны высокие мотивы. И они ищут целенаправленно новые источники энергии, поддерживают те, которые есть, и ищут новые. Это дает силу, это дает счастье, это основание для успеха, для движения вперед. Поэтому вторая глобальная задача, которую необходимо решить на пути личностного роста, увидеть полноту целей, которые существуют для человека, они заложены в природе души и в законах судьбы. Увидеть эту полноту целей, ответить на вопросы, какие цели тебе нужны, ответить на вопросы, как эти цели взаимосвязаны друг с другом, как их связать, чтобы они не воевали, а усиливали друг друга, и каждой цели подключить формулу успеха. Тогда человек начинает двигаться вперед с наслаждением и с максимальной скоростью. Еще один пример, может, не всем он нравится, мне нравится. Вот, важен всегда в любом процессе важен баланс. Ну, предположим, танк. Там все должно быть. Броня должна быть, скорость должна быть, маневренность, там, да, там, пушка, стрельба, там, навигация, связь с другими силами. Если чего-то лишить танка, неважно, то ли он не может двигаться, то ли не может вращаться, то ли не может стрелять, это уже не танк, это мишень, обреченная на быстрое уничтожение. Если хотя бы один из ключевых факторов убрать, то ли броню, то ли пушку, то ли там ходовую, то ли еще что-то. Вот чтобы человек по жизни мог двигаться классно, ему нужно все. Баланс целей. Это та задача глобальную, которую нужно решить. Если вы хотите решить эту задачу, вам нравится данный подход, вы считаете, что это правильно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, подключайтесь к нашим занятиям офлайн, онлайн. Ссылочки внизу, как обычно. Ну что, как всегда, гармоничной, счастливой и полноценной жизни. Спасибо, всего доброго.